Подробности о ВСУ в Белгородской области. Силовик скончался после нападения в Чечне. Как воронежский гинеколог стал главой правительства целой страны. Привет, это новости «Воздух» на Ходорковский лайв. Сейчас расскажу все подробности. Президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил присутствие ВСУ в Белгородской области. Он прокомментировал это в вечернем обращении, назвав действия украинских военных в российском регионе активными. Как отмечает издание «Украинская правда», это первое публичное подтверждение присутствия ВСУ в области на высоком уровне. Впервые о том, что украинские военные находятся в Белгородской области, сообщалось в середине марта. Говорилось о наступлении в Красноярушском районе. Минобороны называла это попыткой вклинения. Впрочем, российские Z-каналы пишут, что ВСУ до сих пор находятся в регионе. Так, по данным мониторинговых проектов, сейчас выглядит участок, в котором идут бои. Часть Белгородской области стала серой зоной. В сети появляется и видео с военной техникой, которую, по данным Z-блогеров, уничтожили в Красноярушском районе российские военные. Это пока не подтверждено, но, по данным экспертов, Минобороны стягивает дополнительные силы в регион. Тем временем жители Красноярушского района жалуются, что власти называют обстановку там спокойной, но при этом въезд в населенные пункты для них по-прежнему закрыт. Людям приходится снимать жилье в других городах. Районный глава отвечает им, что пока может предложить только бесплатное размещение в ПВР. Я добавлю, что частичная оккупация Курской области после захода туда ВСУ продлилась полгода. Умер один из полицейских, на которых было совершено нападение в Чечне. Напомню, человек с ножом напал на пост ДПС в городе Ачхой-Мартан. Несколько полицейских пострадали, нападавшего убили. Один силовик скончался позже в больнице. Телеграм-каналы, связанные с силовиками, пишут, что на пост ДПС напал подросток, 17-летний Скирхан Хумашев. Он жил в километре от места преступления. Накануне в 9 вечера он пришел к посту силовиков на улице Кадырова и ударил одного из них ножом в грудь. После был застрелен. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Сразу два ЧП в Новом Уренгое. 11-летний ученик устроил поножовщину в одной из школ, а затем в колледже открыли стрельбу. Сначала в третьей школе города ученик достал нож во время ссоры с одноклассницей и ударил им охранника, когда тот пытался их разнять. Инцидент произошел 7 апреля. Орудие преступления – небольшой складной нож. Охранник школы номер 3 пострадал. Срезанные раны его доставили к врачам и оказали помощь. Сейчас в школе работают следователи. Ведомство возбудило уголовное дело по статьям о халатности и выполнении небезопасных услуг. Сегодня в колледже этого же города студент открыл стрельбу. По данным базы, это произошло в Газпромтехникуме. Ничего похожего на Колумбайн, но все равно очень опасно. 17-летний учащийся взял у товарища пневматический пистолет и выстрелил им в интерактивную доску. Никто не пострадал. Сильный пожар несколько часов тушат в республике Алтай. Загорелись торговые павильоны и кафе на Семинском перевале на дороге Чуйский тракт. МЧС сообщала о площади огня в 800 квадратных метров. Местные СМИ со ссылкой на очевидцев пишут о взрывах газовых баллонов. Сейчас огонь локализован, на месте работают пожарные, пострадавших нет. На еще одной трассе федеральной дороги Байкал бушуют лесные пожары. Огонь вплотную подошел к участку дороги Иркутск-Чита. Из-за сильного дыма и нулевой видимости там ограничили проезд. Напомню, в регионе сильные лесные пожары после урагана, который прошел по Сибири несколько дней назад. Пассажирский автобус попал в ДТП и перевернулся в Ростовской области. Прокуратура начала проверку. ДТП произошло утром по местному времени. В салоне автобуса, который ехал из Москвы в оккупированный украинский Геническ, было 23 пассажира. Из-за плохой видимости водитель потерял управление, и машина завалилась на бок. 4 пассажира получили серьезные травмы и попали в больницу. Телеграмму простили все долги. Издание «Ёж» обратило внимание, что в российской базе судебных приставов было закрыто последнее из 3 производств по взысканию штрафов с администрации мессенджера. Основание для прекращения – невозможно установить местонахождение должника. Издание отмечает, что против других зарубежных компаний такие же производства ведутся иногда годами. Все это произошло на фоне удаления канала Миллионникова ЧК ОГПУ, из-за чего владельцев Телеграма стали подозревать в сотрудничестве с российскими властями.
Новость из разряда «Удивительные повороты судьбы». Воронежский гинеколог стал главой правительства Сирии. Махер аш-Шара более 20 лет учился и работал в Воронеже, окончив местный медицинский вуз. С 2018 года он руководил женской консультацией Воронежской поликлиники номер 1. Все дело в том, что он старший брат нового президента Сирии Абу Мухаммада аль-Джулани. И теперь он будет помогать брату в родной стране. Джулани пришел к власти в ходе прошлогоднего наступления оппозиции в Сирии. Извержение вулкана началось на Филиппинах. Это действующий вулкан Канлаон на острове Негрос в центре страны. В Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии выпустили предупреждение о повышенном риске для местных жителей. Интенсивное извержение с потоками лавы может начаться в течение нескольких недель. Последний раз Канлаон извергался в конце прошлого года. Тогда из нескольких опасных районов пришлось отселять людей. Американские ученые-генетики вывели хищника, который вымер около 10 тысяч лет назад. Его название – ужасный волк. Приготовьтесь ужаснуться. Вот эти три щенка родились в лаборатории компании Colossal Biosciences в США. Место, где расположена лаборатория, держится в секрете. Ученые внедрили гены, полученные из древней ДНК, в клетки серого волка. Отмечается, что полученный вид имеет физические признаки своего предка – ужасного волка. Но совсем не обязательно будет вести себя так же, потому что появился не в своей изначальной природной среде. Кстати, вымершие ужасные волки послужили прототипом для лютоволков, вымышленных животных из вселенной «Игры престолов». В Пхеньяне построили жилой комплекс, в котором пообещали открыть первый в КНДР компьютерный клуб. Об этом сообщает государственное информагентство Северной Кореи. Новые объекты, конечно же, приехал осмотреть лично Ким Чен Ын. Диктатору показали шикарные необитаемые интерьеры ЖК и заодно отвели в помещение, которое называют компьютерным клубом. Впрочем, внимательный зритель может заметить, что в этом пхеньянском компьютерном клубе нет ни одного компьютера. Сын Никиты Михалкова возглавил одну из крупнейших киностудий России. О назначении Артема Михалкова на должность генерального продюсера 123 Продакшн пишет РБК со ссылкой на «Газпром Медиа». Этому холдингу принадлежит кинокомпания. Предполагается, что Михалков займется международными проектами и полнометражным кино. До этого студия была известна в основном сериалами, например, «Гоголь», «Эпидемия» и «Перевал Дятлова». Это были главные новости к данному часу. Оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь, ставьте лайки, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Для вас мы выкладываем все видео, в том числе в аудиоформате. И главное, берегите себя.